Всем привет, друзья! Сегодня наш подсобник Ромик, ну или не подсобник, для кого это обидно, помощник каменщика будет в первый раз класть облицовочный кирпич. Вот такой кирпич, полуторный, новомосковский. Поэтому сейчас я попробую научить Ромика, как класть облицовку, и посмотрим, что из этого получится. Так что необычное видео, поехали. А вот и сам Ромик. Привет, Ромик. Привет. Готов? Наверное. Не переживай, получится. Я думаю, все получится. У всех все бывает в первый раз. И для нашего дела мы выбрали вот такую стенку. Сейчас обкладываем дом, небольшой дом. И вот задняя стена, здесь огород соседей. Вот такая малинка растет. Смотрите, какая тут малинка. Так и хочется съесть, но нельзя. Так, соседка вышла, будет ругаться. И поэтому вот эта стена у нас находится вот здесь, в малине. Здесь уже чужая территория. Вот здесь стоит забор. Так что заказчик, хозяин не увидит эту стену никогда больше, когда ее доделают. Поэтому будем тренироваться именно на вот этой стене. Вышла соседка и думает, что мы малину ее едим. Уже октябрь. Такая погода хорошая на улице. И малина еще растет. И давайте мы сейчас зацепим шнур, зачалим. Такие возьмем уголки. Углы уже заведены, так как углы еще рано Ромику. Давай, Ромик, помогай. Иди, цепляй вот этот уголок с той стороны. На вот этот ряд, да, правильно. Возьмем необходимую нам длину шнура. И лишний шнур обрежем. Делаю такую петельку, продеваю. И беру натяжку. Все, готово. Углы заведены и зачалили шнур. И сейчас мы покажу Ромику. Сначала покажу, как прокладывать кирпич, облицовочный кирпич, как класть ряд. И затем дам ему мастерок, и он попробует тоже положить. И кладка у нас идет с углубленным швом под прут. Вот такой прут используем, калибровка круглая, 8 миллиметров толщина шва. Прут вот так кладем по краю кирпича, по краюшку. Можно постелить раствор на 3 кирпича сразу. Вот такой раствор. С добавлением красителя раствор идет. Добавляем оксид железа. Ну, это вместо сажи, как сажа. Раньше добавляли сажу, но сажа выцветает. Сейчас вот многие добавляют оксид железа, поэтому раствор с красителем. И если он упадет на стену, то стена окрасится. То есть потом тяжело ее очистить. И вот такой еще будем использовать шаблон. Это боковой шаблон, чтобы удобно было настилать раствор. Это очень хорошо, когда учишься класть кирпич. С помощью вот такого шаблона настилать раствор. Потому что когда в первый раз начинаешь класть кирпич, то тяжело стелить на тычок. И так как у нас еще шов углубленный, надо сантиметр не достилать. Потому что горизонтальный шов должен совпадать с вертикальным. Уровень нам не нужен тут.
Расшивки тоже убираю. И показываю. Вот. Смотри, Ромик. Положили сюда прут, калибровку. И берем в руку мастерок. И набираем раствор. Подносим сюда и выкладываем вот так. Ну и сразу вот несколько мастерков берем и смотрим, чтобы раствор не упал по стене, так как заляпает стену. Положили, вот такие горочки сделали. И теперь начинаем его как бы стелить. Тут вот у нас прут лежит. И вот так его немного вдавливаем. И распределяем вот по пруту. Вот таким образом. Ну и еще достелю вот на третий, чтобы на 3 кирпича хватило. Ну и вот сзади у нас получилось, смотри, здесь побольше раствора с такой горочкой. А где шаблон, здесь раствор по минимуму. Теперь беру боковой шаблон. Это самодельный шаблон, сделан из арматуры вот квадратной. Тоже 8. Или даже это, по-моему, сантиметровый. Но можно сделать и 8, какой вам надо. Ставлю вот так шаблон. И берем вот раствор. Ну, уже не полный мастерок, а на кончике. И вот так стелю на боковой шаблон. Берем кирпич. И кладем. И смотри, Ромик, вот здесь, видишь, шнур натянут. Шнур — это у нас вот ориентир, то есть у нас углы заведены по уровню, и шнур зацеплен вот за углы, то есть вот эта плоскость у нас идет по уровню. И ты можешь вот положить кирпич, ну не доходя вот до шнура где-то миллиметр-два, но у нас тут кирпич немножко вот так, ну, лодочкой, поэтому вот здесь, видишь, почти касается в центре миллиметр, по краям получается 2 миллиметра. И мастерком вот так чуть пристучал, чтобы, ну, кирпич осаживается по пруту, но ты должен смотреть также, ну, наверху, чтобы слишком сильно не пристучать, чтобы тоже по шнуру был. Вот. Короче, шнур у нас вот ориентир. И потом вот достаешь вот этот шаблончик, у нас получился шов. Можно вот так, например, второй кирпич кладем, только это надо побыстрее, потому что раствор сохнет. Но я тебе показываю вот помедленнее. Можно вот так настелить, убрать шаблон и потом уже положить кирпич. Но я думаю, удобнее сначала будет тебе сначала положить кирпич, а потом убрать шаблон. И смотри еще вот. Верх ты подбил, да, по шнуру. Я вот тебе рассказал, что верх у нас ориентируется по шнуру. Вот. А низ, вот эта вот часть кирпича, вот когда ты вот так смотришь в плоскости, вот эта часть должна совпадать в плоскости, быть в одной с предыдущим кирпичом. То есть можно его, знаешь, как получается, можно положить вот так, вверх по шнуру можно положить, а низ у тебя уйдет, и получится вот тут зуб. Но нужно вот посмотреть и низ, и вверх, понял? Чтобы он не выворачивался. И также вот пристучал. Здесь кирпич не напачкана стенка, так как тут шаблончик был. И кладем следующий кирпич. Ставим опять шаблон. Берем раствор. Стелим его сюда.
уже раствор подсох. Пока я тебе рассказывал, все подбили. Еще дальше смотри, на что еще обращаешь внимание. Это вот идет вертикальный шов. Но здесь как бы можно контролировать вот по шаблону, да, если у тебя швы одинаковые, например. Если 8 миллиметров шов, то шаблон можно сделать 8 миллиметров. Подбиваешь до шаблона, и у тебя будут, ну, одинаковые швы, там, ну, плюс-минус. То есть можно даже еще вот, например, вынуть и достучать еще чуть вот, чтобы раствор тут утрамбовался. Вот, а так ты должен еще контролировать вот этот вертикальный шов. У тебя должны все швы быть друг над другом. То есть не забегать на чужую территорию, можно так сказать. То есть смотришь также и вертикальные швы. Потому что если ты далеко там уйдешь, у тебя швы порежутся, и последний кирпич у тебя уже, ну, не влезет, когда ты будешь. Поэтому более-менее надо делать швы одинаковые и смотреть, не убегать. То есть вот встань вот сюда, смотри, вот сверху вот ты смотришь вот на стену, видишь? И видишь вот этот шов, вот, ну, он там миллиметр, там 2 ты можешь вот залезть. Это не будет, то есть это вот не будет видно, когда ты миллиметр или залез вот чуть-чуть на другой шов. Но если ты залезешь там сантиметр, то уже будет видно по стене, что ты, ну, порезал шов. То есть когда будет смотреть кто-то со стороны, уже будет это заметно. А миллиметр это не увидишь. Ну, потом вот так продвигаешь калибровку, продвигаешь прут. И уже работаешь побыстрее. Ну, когда учишься, конечно. Тебе надо будет стелить сначала на один кирпич. Если ты много настелишь и долго провозишься, то раствор быстро засыхает, так как этот кирпич впитывает влагу из раствора. Поэтому вот так уже когда немножко есть опыта, уже быстро стелишь. Но я вот этой штукой не пользуюсь, этим боковым флажком я пока сейчас не пользуюсь, потому что мне удобнее, ну, стелить сразу на кирпич. Но иногда, конечно, приходится пользоваться, чтобы кладка была чистая. Все, я вот вынул боковой флажок и подбил еще сюда, видишь, кирпич. Чтобы, смотрю вот сверху на шов и подбил. Потому что там миллиметр-два требовалось подбить. Вот, постелил на бок. И вот так можно рукой там придавить. Вверх по шнуру, низ по предыдущему ряду. Запоминаешь? Так, сейчас я доложу
последние два кирпича и передам инструмент Ромику. Ну и тебе также будет удобнее с вот этой стороны класть, оттуда сюда идти, чтобы намазывать. Потому что левой рукой вот так держишь боковой флажок, боковой шаблон. Все. Передаю эстафету Роману. Подожди, Серег, дай я один кирпич без камеры, там, без тебя. Все, давай. Так, зачалил я шнур. Бери, раз ты своим мастерком будешь. Я попробую своим. Давай своим. Твоим. Почему ты? Все правильно, положил калибровку по краю. Угу. И в первый раз человек кладет облицовку. Ты мне Здесь. Ой, Так. побольше, куда там, поменьше. Угу. Ну все, пока оставь его, еще бери рядышком. Вот так, примерно в центр, все правильно. Все, разглаживаю, да? Да. Придерживай калибровку, потому что она может упасть, может не упасть. Но это кругляк. Она. Вот. Веди, ага, вот это подбери. И вот так возьми под наклоном, да, вот так. Во. Отлично. Так, а вон там у меня не хватает чуть-чуть раствора, что делать? Доложи. Возьми чуть-чуть из ведра и доложи туда на край. И сейчас Ромик сам впервые кладет кирпич. Это не, здесь все без монтажа. Все на самом деле. Раньше он ложил кирпич. Ты бутовый, да, пробовал как-то? Один раз. Да. Ага, на кончики бери, чуть даже поменьше. Вот так, все. Разглаживай. Он может соскакивать с тычка. Угу. И, ну, любой стороной, какой нравится. Вот так положил кирпич. Все правильно. И теперь смотри вот низ, чтобы низ был, совпадал с тем кирпичом, а верх чуть-чуть вот от шнура. Вот так. И можешь взять там мастерочком, можешь кулаком. Ну, кулаком нежелательно, потому что у тебя будут потом болеть суставы. Аккуратно, да, вынул. И смотри, вертикальный шов требуется подбить или нет. То есть простреливаешь вот этот шов. Нормально? Да, вроде бы нормально. Нормально. Вот. Ну, калибровка пока лежит, еще на кирпич хватит. Стелишь кирпич, ой, стелишь раствор.
Мгм. Главное, чтобы раствор не упал по облицовке, потому что он с красителем. Так, смотри, аккуратно. Вот этот аккуратно подбирай, потому что можно напачкать. Мгм. Пока нормально еще. Ладно, все, больше не трогай. А мы потом достанем калибровку, и кирпич не испачкается. Мгм. Видишь, он сбоку соскакивает раствор. Поэтому еще побольше возьми, еще вот на кончике, потому что у тебя мало. Мгм. Ну, просто раствор тоже крупный песок, и он особо не липнет. Мгм. И заднюю часть вот так чуть-чуть прижимаешь, чтобы... Ага, все. И смотри, у тебя вот тут, видишь, получается немножко как зуб. То есть тебе надо заднюю часть вот так осадить, в плоскости его выровнять. Мгм. Можешь взять молоточек, дать тебе? Да, не надо. Вот так, да, мастерком. Мастерком, как все каменщики. Так, Что там? еще вот достань боковой флажок, вот этот, аккуратно, ага. И смотри, даже у тебя вот по отношению к этому кирпичу, вот тут задняя часть более приподнятая. И Больше вижу. надо еще пристучать заднюю часть, и у тебя плоскость выровняется как раз. А, поэтому Егор всегда вот так стучит. Тук-тук-тук-тук. Все, я понял. Мгм. Походу я уже не достучу ничего, да? Ну, уже как бы раствор подсел. Ну, в принципе, вот нормально. Вот. Особо не режется, то есть в плоскости Ну, а вот нормально. так, что скажешь? Ну, так тоже нормально. Давай это достань сейчас калибровку аккуратно. Так как, смотри, мы там намазали немного. И вытаскивай ее полностью из шва. Не продвигай, а вытаскивай на себя. Все. И вытащилось, видишь, шов остался чистым. Остался чистым. У тебя бортик, но пруд тебе надо сейчас вытереть. Чем Ну, вытереть? желательно тряпочкой, но тряпочки у нас нет. Можешь вот так взять перчаткой, чтобы не пачкать следующие кирпичи. И уже кладешь пруд дальше по Ну, стене. а допустим, вот этот раствор сухой я уже могу срезать? Да, но ты срежь его, да, он высох. Лучше новый. Сложнее будет. Да, сложнее будет. Лучше убери и постелишь новый. Вот так ребята вот становятся каменщиками. Обычно работает человек сначала подсобником. Я вот тоже работал подсобником около 5 лет. Еще в школе учился, потом студентом, когда был, подрабатывал часто на стройке. И потом в один прекрасный день мне дали мастерок. Мастерок дали именно вот такой, как вот этот, один в один. Вот такая эсочка тут, загнута так колено, потому что когда вот пристукиваешь, и раствор с него вот слетает не тебе на руку, не на стену, а летит просто мимо вот стены раствор, поэтому очень удобный. Пластиковая ручка, она никогда не прокручивается здесь. Ну и здесь такой саморез вкручен, чтобы пристукивать. Так что вот таким мастерком я работаю по час. Уже себе наделал таких вот. И вот смотрите, у Ромика сегодня такой необычный день. Сам кладет стену. Вот. Но кулаком старайся не пристукивать, потому что потом
в старости у тебя это все на суставы отдает. Так, дай-ка я посмотрю шовчик. Угу. Нормально все. Кладку пока не напачкал, все хорошо. И многие вот работают, сначала начинают всегда подсобниками, потом становятся каменщиками. И уже удобнее вот начинать работать вот каменщиком, потому что ты знаешь уже все эти мелочи, все нюансы, куда поставить вот кирпич. И когда подсобник вот работает, помогает каменщику, он наблюдает и видит, как каменщики все делают. Все видят все косяки, все ошибки. И то есть уже теоретически он уже знает, как класть кирпич. Просто нужно это вот применить на практике. И, конечно же, за один день не научишься. Это нужен опыт. Нужно тренироваться, много класть, и можно уже стать опытным каменщиком. Ну, то есть вот видно, что у человека руки растут из того места, откуда надо. Вот. Поэтому для первого раза это вообще отлично. Угу. Вот сейчас смотри, не нужно подбивать. Нормально. Но еще это нужен опыт. Нормально. Потом развивается там глазомер, уже на глаз там видишь скорость. И сначала всегда очень важно сделать качественно, то есть красиво, чисто, чистую кладку. И потом только уже набирается скорость со временем, начинаешь ускоряться, то есть пока учишься, никакой скорости. Сначала делаешь красиво, потому что если ты погонишься за скоростью, захочешь делать это все быстро, то у тебя, ну, грубо говоря, если получится не очень, то если ты делаешь не себе, а какому-то человеку, то просто отработаешь за так, и тебя выгонят со стройки. Поэтому лучше сделать меньше, но качественнее. Я так считаю. Ну, а когда у тебя уже будет хорошее качество получаться, тогда уже надо ускоряться, конечно же, и делать все это быстрее. Я смотрю, Дромику даже понравилось. Да? Интересно же, нет? Учиться всегда интересно. Немножко вот с тычка падает раствор, но ага. И вот смотри, достукиваешь по калибровке. На калибровке, если попал чуть-чуть раствор, то уже ты не достучишь. Ты вот видишь, чуть-чуть вот выше, да, шнура выше пошел. Попал, видишь, раствор. Ты можешь, смотри, убираешь калибровку. Давай, вот это. Убираешь прут. И теперь можешь достучать кирпич чуть-чуть вот по шнуру, как нужно. Ага. Все, наверное, да? Все, отлично. И последний кирпич осталось положить Ромику. Раствора должно хватить как раз.
Тебе сейчас надо будет вертикальный шаблон достать и чуть-чуть кирпич, да, туда подать, пододвинуть. И теперь вот этот шов тебе надо заполнить. Чтобы забить вот этот шов, можно просто, ну, закрыть рукой, взять, вот так поставить. Либо взять, ну, у меня сейчас нет с собой, такой шаблончик, вот так подставить, закрыть. Ну, пробуй, вот так рукой закрываешь и заполняешь вот этот шов. Мне надо залезть. Нет, Конечно. ростом низкий. И туда утрамбовываешь прям, ну, до самого низа, вот так воткни туда вот прям полотно мастерка туда, чтобы вот в самом уголке вот здесь забивается, чувствуешь? Угу. Все. Теперь вот так смотри сверху и вот так надавливаешь. Вдавливаешь его туда. Вот. И вот этот раствор выдавился. Под наклоном вот так берешь мастерок. Ну и все, больше его не трогай. Сейчас он подсохнет. Понял. Ну и это еще не все. Проложил стену. И нам теперь нужно уже еще ее расшить. Сделать вот такие шовчики гладкие и красивые. Поэтому, когда хорошо разошьешь, то и стена уже смотрится очень красиво. Это очень важная тоже часть кладки кирпича. Это расшивка. Сейчас я Ромику выдам расшивку, научу его расшивать. Где-то она у нас тут в малине, да? Будем использовать вот такую расшивку. Самодельная расшивка сделана из квадратной арматуры, вот так запилен. Также вот из круглой арматуры, и такая ручка сделана, эбонитовая ручка из эбонита. Так, боковой шаблон ставлю сюда. И вот смотри, Ромик, берешь в руку просто вот расшивку, взял, ну тут можно вот так пальцем, и начинаешь расшивать вертикальный шов. Вот так вот немножко пальцем придавливаешь, и вот так ведешь вверх-вниз, прижимаешь и к этому краю, и к другому. Смотри, получился такой гладкий шовчик. Верх совпадает с горизонтальным швом, и низ совпадает с горизонтальным швом. Вот здесь тоже со старой кладкой состыковываем. Вот так. Так. Ну тут ты вот немножко вот ставил, когда шаблон боковой, вот смотри, видишь, шов немного глубже, его надо ставить, ну, чтобы край немножко сюда выходил, чтобы они были с этим швом в одной плоскости. Ну, где-то вот здесь, смотри, видишь, нормально. То есть вот они совпали. Тут только остается вот так разгладил. Ты вот так вот утрамбовываешь еще этот раствор и разглаживаешь. Здесь тоже, видишь, совпало. А в некоторых местах получилось немножко вот глубоковато. Вот она. Ну, тоже вот так
уже проводим расшивкой. Будет поглубже чуть-чуть. Так. Ну, сейчас вот этот еще свой с этой стороны разошью. И затем ставим вот так расшивку в шов. И также вот пальцем придавливаю. И немножко прижимаешь также к нижней части, потом к верхней. И разглаживаешь этот шов. Утрамбовываешь этот раствор. Расшивать нужно смотреть вот по раствору, если начинает подсыхать. Слишком жидкий, когда тоже, нельзя расшивать, потому что будет пачкаться. И нельзя также расшивать, когда слишком сухой. Надо не просмотреть. То есть вот здесь мы 2 ряда проложили, посмотрел. Если там побыстрее кладешь кладку, то уже можно больше рядов сложить. Если поменьше, медленнее кладешь, то чаще расшиваешь, чтобы не засох раствор. Только это все уже потом быстро делаешь на автомате. И затем берем кисточку и сметаем. Вот смотри, крошки, видишь, тут нападали здесь. И с вертикального шва, и с горизонтального вот так смел. Еще там посмотрел, если где надо подправить. И все, и получается вот такая вот стена. Потом еще можно вот тряпочкой, если где у тебя запачкалась, например, чуть-чуть тряпочкой проходишь сухой. Давай, держи. Пробуй. Вот дальше вот, смотри, где я вот расшил. И дальше вот вертикальный шов, но он, видишь, уже выглядит почти как расшитый, потому что под шаблон сложен. Просто тебе надо его вот утрамбовать. Сильно тоже нельзя давить, потому что если сильно будешь давить, то продавишь насквозь. Потом тебе придется заполнять этот шов заново. Угу. И вот так один, потом другой. И также вот расшивка бывает разная. Это вот получается плоская такая расшивка, как лизуном расшиваешь. Можно круглые расшивать, и швы будут такие более вот закругленные. Здесь квадратные швы получаются. Хоть мы и кладем под круглый прут, но швы получаются как квадратные. Расшиваешь тоже в первый раз, да? Да. Вот где ты заполнял шов раствором, вот его, смотри, тебе надо уже глубже вот расшивать. Вот так, видишь, раствор выдирается вот этим. Здесь у меня острые такие на расшивке углы, и он лишний раствор выдирает. Но он еще, конечно, не совсем подсох. Сыроват. Сыроват. Чувствуется. Пока брось его, и пока вот эти расшей, которые уже более подсох, ранее ты вот отсюда, по-моему. Да, вот отсюда начинай. Расшивать надо обязательно кладку. Даже если она выглядит вот нормально, а стена, надо все равно расшить, уплотнить швы, чтобы потом не попадала вода туда.
Тяжело расшивать. Нет. А кирпич класть тяжело? Ну, там есть, конечно, много еще таких моментов непонятных. Много нюансов еще. Учиться многому надо. Это вот мы, можно сказать, самое простое. Вот кладка вот под шнур. Вот зачален шнур. Шнур надо натягивать хорошо. Вот такое, видите, натяжение. И под шнур проложили. Тяжело также, нужно уметь завести углы. Вот он, один угол и второй. Углы надо завести все по уровню, ровно, чтобы в уровень. И вот так, смотрите, например, в середине ставим уровень. И у нас стеночка в уровне. Потому что углы в уровне. А тут уже кладем по шнуру. И у нас будет вот ровная стена идти в уровень. Это вот шов, который ты забивал, да? Да. Ну и вот видишь, ты его выровнял с горизонтальным швом. Вот так вот выравниваешь. И все. И будет красивый. То есть какой раствор торчал. Вот здесь потом краешек испачкался, можно вытереть. Ну, горизонт, смотри, вот так возьми, вот так переворачиваешь, вот так удобней. И ведешь уже, ну, можно сказать, быстро, вот прижимаешь. Но он здесь, видишь, не везде заходит. То есть вот так удобнее, не вот так. Так ты долго будешь. Да. И также вот приглаживаешь к низу, к верхней части. Потому что тут вот такие вот есть дырочки, вот где не расшито. Вот такие вот. И ты приглаживаешь и туда распределяешь раствор и на низ, и наверх. То есть заглаживаешь все вот эти мелкие дырочки, мелкие отверстия. И если, например, ты пропустил, ну, поздно начинаешь расшивать, шов высох, то когда ты его будешь расшивать, у тебя уже раствор начинает сыпаться, высыпаться. То есть его тяжело расшить, тяжело уже уплотнить. Поэтому нужно вот посматривать. Если в жаркую погоду ты чаще расшиваешь, если пасмурно и попрохладней, можно пореже расшивать. Вот так и кисточкой прометаем. Вот здесь чуть-чуть боковинка напачкалась. Вот так вытирается. Ну, можно потом еще сейчас чуть-чуть подсохнет, но это все вытирается. Хоть и раствор с красителем. Все, сметаешь эти крошки. Также, когда кисточкой прометаешь, шов тоже разглаживается немного. Вот такая расшивка. Такие швы. Нормально. Ну и что скажешь, мастер? Ромик сегодня клал кирпич первый раз. До этого он никогда не пробовал, никогда не ложил, не тренировался. Я ему даже не дал потренироваться, хотя он просил. Говорит, дайте я положу один кирпич, а то вдруг у меня не получится. Вот. И, как вы видите, положить кирпич это реально, то есть может каждый, если немного там поучиться, если кто-нибудь покажет, научит,
то можно, ну, легко, даже тебе тяжело было, Нет. даже вот интересно, да, когда вот интересно. учишься. Вот. Так что любому под силу положить кирпич. Ну, конечно, тяжело будет завести угол, но это тоже все реально. Если научить, то можно и заводить углы, и класть. Многие вот кладут сами стены из газосиликатного блока, потому что из газосиликатного блока класть не так уж и тяжело, поэтому я видел много людей, которые, ну, не нанимают специально обученных людей, то есть специалистов, каменщиков, а кладут сами. Но облицовку уже, конечно, намного тяжелее класть. Так что у Ромика для первого раза все отлично получилось. Молодец, Роман. А кому понравилось видео, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока!